Школьник по имени Сэм учится во 2 классе и всегда был веселым и дружелюбным мальчиком, который легко находил общий язык с одноклассниками и учителями. Его улыбка могла осветить даже самый пасмурный день, и он всегда был готов прийти на помощь своим друзьям. Однако в последнее время он стал возвращаться домой голодным, несмотря на то, что его родители каждый день собирали ему еду в школу, стараясь сделать ее разнообразной и вкусной. Сэм не жаловался на это, и его родители, заметив, что он стал меньше есть и выглядит немного уставшим, решили поговорить с ним о том, что происходит. Они думали, что, возможно, у него проблемы с друзьями, и он не может сосредоточиться на учебе, или же он просто не любит еду, которую они ему готовят, и поэтому не хочет есть в школе. Родители были обеспокоены, ведь они всегда старались заботиться о его здоровье и благополучии, и им было важно понять, что же происходит на самом деле. Однажды родители Сэма решили обратиться к директору школы, чтобы выяснить, что происходит. Директор, выслушав их, был озадачен. Он уверял родителей, что в школе все в порядке и что у детей есть время для полноценных обедов. Однако, когда родители спросили Сэма о школьных обедах, он каждый раз пытался избежать разговора, лишь улыбаясь и отмахиваясь от вопросов. Не находя ответа, родители Сэма решили еще раз обратиться к директору и попросили его проверить камеры видеонаблюдения, чтобы понять, что происходит с их сыном. Директор согласился и вскоре предоставил им запись. Когда родители посмотрели видео, они были поражены. На экране был их сын Сэм, который делился своим обедом с новым одноклассником по имени Марк. Сэм с радостью отрезал кусок своего сэндвича и передавал его Марку, который сидел рядом с ним за столом. Сэм улыбался, а Марк с благодарностью принимал еду. После просмотра этой записи родители Сэма почувствовали, как их сердца наполнились гордостью и трогательной нежностью. Они узнали, что Марк из бедной семьи и каждый день приходит в школу без обеда. Сэм, не задумываясь о себе, делился своей едой с другом, показывая доброту и заботу. С тех пор мама Сэма стала готовить 2 обеда, один для Сэма, а другой для Марка. Каждый день они с Сэмом собирали еду вместе, и это стало для них важной традицией. Сэм был счастлив, что может помочь своему другу, а Марк был благодарен за поддержку и дружбу. Эта история о доброте и дружбе стала известна в школе, и вскоре другие дети начали следовать примеру Сэма, делясь своими обедами с теми, кто в этом нуждался. Родители Сэма гордились тем, что у них вырос такой сын, и понимали, что настоящая доброта – это не только забота о себе, но и о других. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.